На календаре февраль 2026 года. То, что 5-6 лет назад казалось конспирологией, сегодня в виде миллионов страниц нередактированных файлов Министерства юстиции США. Благодаря давлению конгрессменов и новым распоряжениям мы с вами видим имена, которые раньше замазывались тем самым черным маркером. Так что сегодня нам приходится говорить о том, что мир высокой культуры стал идеальным камуфляжем для самой грязной сети в новейшей истории. В центре нашего внимания в этом видео элитные школы Нью-Йорка, такие как Juilliard и Manhattan School of Music, а также фигура, чья власть в мире музыки сегодня абсолютна. Это Валерий Гергиев. Итак, почему Эпштейн так тянулся к классической музыке, я рассказывала об этом подробно в прошлом видео. Для него это было и меценатством, и прикрытием, и охотничьим угодьем. Interlaken Center of the Arts в Мичигане – это один из самых известных в США образовательных центров в сфере искусств. Эпштейн был воспитанником этого лагеря в 60-е годы. Став миллиардером, он вернулся туда. Он основал стипендию, строил новые корпусы и использовал статус попечителя для поиска детей из малообеспеченных семей. Под видом наставничества он втирался в доверие. Что было дальше, я рассказывала в прошлом видео. В документах 2026 года также фигурируют Juilliard School и Manhattan School of Music. Джульярдская школа – это один из самых известных в США образовательных центров в сфере искусства. Расположен он в Нью-Йорке. Основан в 1905 году. Изначально эта школа была музыкальным институтом, затем превратилась в глобальный центр подготовки музыкантов, актеров и танцоров. Juilliard считается своего рода Гарвардом исполнительских искусств. Выпускники выступают на крупнейших мировых сценах, студенты участвуют в сотнях концертов ежегодно. Школа в целом ориентирована на сценическую карьеру. Если очень коротко, Juilliard – это место, где из очень талантливых студентов пытаются сделать артистов мирового уровня через экстремально интенсивную профессиональную среду. Manhattan School of Music – одна из ведущих музыкальных консерваторий США, расположена также в Нью-Йорке. Основана в 1918 году. Преподаватели – действующие музыканты оркестров уровня Нью-Йорковского филармонического и оркестра Metropolitan Opera. Так, по версии исследователей, изучавших дамбы 24-26 годов, ряд преподавателей, некоторые до сих пор, кстати, скрыты под псевдонимами, рекомендовали своих студенток для частных прослушиваний в особняках Эпштейна. Это происходило по классической схеме, сразу после того, как школы получали крупные пожертвования. Конечно, когда с Эпштейном стоят профессора и другие педагоги, ни у одного родителя не возникало мысли, что их ребенок в опасности. Представьте себе, Эпштейн переводит на счет школы условные 150 или 200 тысяч долларов, допустим. Для вуза это новые инструменты, ремонт или гранты. Ректор счастлив, профессора в восторге. И тут щедрый меценат, между прочим, говорит: слушайте, я тут устраиваю камерный вечер в своем особняке, хочу поддержать молодые таланты. Если у вас кто-то действительно выдающийся, хочу послушать лично. И педагог, который только что получил премию из этих денег, не просто соглашается, он бежит выбирать лучших. Для него это не продажа студента, а шанс всей жизни для ученика. Так работает институциональная слепота. Почему это срабатывало? Потому что в мире академической музыки слово твоего профессора всегда это закон. Если тебе 18 лет, ты из малообеспеченной, так скажем, семьи, твой наставник мировая величина, говорит тебе, мол, тебя хочет, послушать миллиардер, он может оплатить твою учебу в Европе, допустим. Ты не ищешь уже подвоха, ты берешь свою скрипку и просто едешь. Для родителей это вообще выглядело, наверное, как билет в элиту,
Если с этим человеком за руку здоровается руководство школы, значит он свой, проверенный, он, безусловно, безопасный. В музыкальной среде частные концерты на дому у богатых людей – это всегда была норма. Это часть профессии со времен Моцарта. Эпштейн это знал и виртуозно это использовал. В его особняке стояли лучшие рояли мира. Вы, наверное, видели эти кадры. Стены увешаны дипломами. Фото с великими мира сего. Это создавало, безусловно, иллюзию профессиональной среды. Девочка заходила в дом не к маньяку, а заходила в храм искусства. И когда двери закрывались, авторитет профессора, который ее туда отправил, продолжал работать на Эпштейна, парализуя ее волю. Тот факт, что даже в 26 году в списках Минюста некоторые педагоги все еще скрыты под именами, скрыты под никами, там, Джон Ду, Teacher X, это тоже говорит о многом. Это значит, что система до сих пор защищает своих. Те, кто выписывал вот эти путевки, до сих пор могут преподавать, могут получать награды и считаться цветом нации. В феврале 26 года председатель ФБК Мария Певчих заявила, что имя Валерия Гергиева также фигурирует в новых массивах данных. Важно понимать, что список Эпштейна – это массив документов, но не список приговоров. Там есть все, от принцев до преподавателей музыкальных академий, как вы уже поняли. Но контекст упоминаний Гергиева вызывает массу вопросов. Итак, что именно нашли расследователи? Хозяин Санкт-Петербурга. В файлах дирижер упоминается под этим неформальным титулом. Это подчеркивает его статус не просто музыканта, а человека, имеющего безграничное влияние и доступ к ресурсам в северной столице Российской Федерации. Также присутствует шифр Пи и Пицца. Согласно анализу ФБК и публикациям в американских и украинских изданиях, в переписке Эпштейна и его окружения Гергиев упоминается в контексте поставок. Как утверждают расследователи, слово «пицца» использовалось как код для обозначения женщин или девушек. В одном из фрагментов его называют «excellent source of pee». Файлы показывают, что Эпштейн не просто знал Гергиева, он активно интересовался его творчеством, запрашивал билеты и обсуждал организацию частных концертов. Короче говоря, теперь к политическим санкциям добавился еще и тяжелый этический шлейф из архивов Минюста США. С 2023 года Гергиев единолично возглавляет и Мариинский, и Большой театры. Это беспрецедентная концентрация власти в истории искусства, конечно же. И именно это положение делает его ответственным за то, что происходит за кулисами. Всех артисток нашего балета режиссеры просто так ебут. Знаете, Лебедей, Жизель, и Дону Анну, и солисток, и кардебалет. Как бы это ни казалось странным, всех ебут с 14 лет. Частая практика требуют или предлагают за роли? Постоянная. То есть, в принципе, движение МИТУ может взорвать... Если, не дай бог, откроют сегодняшний Большой театр РОТ, вы понимаете, девочка одна сказала все честно, ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Но сегодняшний Большой театр, МИТУ, это просто... Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже? И мальчики тоже. Помните откровение Анастасии Волочковой о системе заказов в Большом? Тогда над ней все смеялись, но в наши дни, когда пазл этот складывается от частных островов в Карибском море до академических подмостков Москвы, ее слова уже не кажутся бредом. Хотя я думаю, что были все-таки такие люди, которые верили ей и тогда, когда травля ее только началась. И
до того, как она перестала уже бороться и просто потихоньку спилась. Ну, это мое, знаете ли, личное мнение по поводу Волочковой, основанное в том числе и на тех интервью, которые я зачитывала в прошлом видео. Поэтому давайте возвращаться к Гергиеву. Знал ли маэстро о том, как его имя использовалось в переписках Эпштейна? Или он просто заложник системы, которую сам же и возглавил? Официальных комментариев от него нет, но молчание в данном случае объяснимо. Пусть каждый из вас додумает сам. Таким образом, Анастасия Волочкова не была сумасшедшей. Она просто оказалась первой, кто осмелился подойти к этому зеркалу и еще в начале нулевых на русском языке вслух произнести то, что в нем отражается. В то время система сработала, конечно, безупречно. Ее превратили в персонаж таблоидов, в комичную фигуру, над которой принято смеяться. Она сломалась еще больше. Сейчас ее уже и не пересобрать. Но с их стороны это была идеальная защита. Дискредитировать свидетеля так сильно, чтобы сама мысль о правдивости его слов казалась абсурдной. Сейчас, когда мы читаем отчеты американского Минюста и сопоставляем их с историями из закулисья Большого, теперь мы видим, что Волочкова описывала не просто конфликт с дирекцией, она, скорее всего, описывала региональный почерк глобальной сети. Файлы Эпштейна – это история вовсе не про секс-скандал. Система годами покупала доверие через меценатство и поддержку талантов. Мы живем в мире, где молчание – это уже очень дорогая валюта, а соучастие – это билет в элиту. И да, на ментальном уровне мы имеем право это не принимать, психика может отказываться верить, но разум обязан хотя бы помнить. Ведь наше молчание – это тоже часть их плана.